Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. На этот раз приготовим пышные пирожки в духовке по вашим просьбам. Рецепт без яиц и без молочных продуктов. Подробно расскажу о тесте, о начинке и о режимах выпечки, так что ничего не пропустите. Рецепт вкусный, бюджетный и легкий. Но обо всем по порядку. Сразу в миску отмеряем 500 граммов муки, из которых берем 10 столовых ложек. Если в граммах, то ровно 200. Кстати, все ингредиенты в ложках и стаканах есть под видео в описании, а точные граммы, как всегда, в конце на экране. В муку высыпаем 5 граммов сухих дрожжей и 15 граммов сахара. Размешиваем, постепенно вливая 300 мл теплой воды, температура которой примерно 38 градусов. Размешаем, насколько это возможно. Даже если остаются комочки, не страшно. Позже они растворятся. Опару накрываем. Оставляем примерно на 30 минут при комнатной температуре, без сквозняков. Можно приступать к приготовлению начинки. Для этого нашинкуем 500 граммов белокочанной капусты. Шинкуем по возможности тонко и еще дополнительно разрезаем длинные полоски, чтобы начинка легче укладывалась в тесто. Следом 2 луковицы нарезаем кубиками. Лук берем по вкусу, у меня его немало. Также свежую морковь натираем на крупной терке, я это сделала заранее. Овощи подготовили, и опара уже поднялась. Прошло ровно 30 минут. Можно добавлять соль на этом этапе. И на этом этапе, если вы будете делать более сладкую начинку, можно добавить еще сахар. Вливаем 30 мл растительного масла. Использую без запаха. Подсыпаем постепенно оставшуюся муку. Напомню, 200 граммов у нас ушло в опару. Соответственно, 300 граммов осталось еще в миске. Ну а если на канале вы впервые, то не забудьте подписаться. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также ставьте нравится или не нравится, таким образом я вижу, какие видео вам более интересны. Еще 20 мл растительного масла льем прямо на руку и таким образом собираем липкое тесто. Когда вся мука войдет, тесто снова остается липким. Больше его не замешиваем, накрываем. Оставляем на 60 минут для подъема. Если же, конечно, в комнате достаточно тепло, то минут 30 или 40 может хватить, чтобы тесто увеличилось примерно в 2 раза. Вернемся к начинке. Разогреваем 2 столовые ложки растительного масла, в котором слегка обжариваем нарезанный кубиками репчатый лук. Затем добавляем морковь на крупной терке. Обжариваем, помешивая еще пару минут. Нашинкованную капусту солим. Мнем руками, чтобы она потеряла объем. Затем добавляем ее к обжаренным овощам. Молотый черный перец, молотый кориандр по вкусу, также 2 лавровых листа. Все пойдет в начинку. Перемешиваем, слегка убавляем нагрев и под крышкой протушим до нужной мягкости.
Я предпочитаю оставлять начинку слегка похрустывающей. Не люблю, когда она расползается. Затем добавляем томатную пасту. Через пару минут в самом конце добавляем зелень укропа. Перемешиваем буквально минута, и начинка готова. Перекладываем ее и даем остыть до теплого состояния. Дрожжевое тесто без яиц и молочных продуктов выросло в 2 раза. Прошло 60 минут. Руки смазываем хорошо маслом. Достаем тесто. Немного обминаем и сразу отщипываем кусочки для будущих пирожков. Но смотрите, не переборщите с маслом, иначе шов пирожка будет трудно скрепить. Вышло 12 штук. Скалка нам здесь не нужна, будем формировать пирожки руками. Из начинки достаем лавровый лист и можно лепить пирожки, также смазывая слегка руки маслом. Растягиваем шарик теста, обязательно переворачиваем, чтобы более ровный край у нас получился снаружи. Кладем щедрую ложку начинки, поднимая тесто с 3 точек к центру, лепим треугольные пирожки. Многие просили показывать подробнее. Растягиваем, поднимаем, скрепляем. Швом кладем пирожок вниз на противень с пергаментом. Если пергамент требует, то можно смазать его маслом. Читайте инструкцию на упаковке. Теплая начинка из капусты будет поднимать тесто быстрее, чем холодная, так что это тоже учитывайте. Накрываем пирожки на 5 минут и тем временем хорошо разогреваем духовку. Смазывать пирожки мы будем содой, смешанной с водой. Берем примерно половину чайной ложки и растворяем в теплой воде. Вкуса и запаха соды не будет, не переживайте. Зато выпечка будет с румяным верхом. Подошедшие пирожки смазываем раствором соды и выпекаем 15-20 минут в заранее разогретой духовке до золотистого цвета. Я выпекала ровно 20 минут на режиме верх и низ в электрической духовке. Смазываем их, пока они еще горячие, немного растительным маслом, для того, чтобы они слегка блестели и стали мягче. Температура для разных духовок указана под видео, можете посмотреть. Пирожки получились вкусные, воздушные. Вам понравились? Напишите. Удачной выпечки, пока!